В городе Банда, Аргентина, появился на свет щенок с необычной аномалией, которая позже стала символом борьбы за права животных и охрану окружающей среды. Когда Эдуардо Ладин, владелец собаки, увидел щенка, он был поражен его внешностью. Остальные щенки родились нормальными, а этот малыш выглядел так странно, что Эдуардо на мгновение подумал, что он мертв. Неожиданно малыш зашевелился и начал скулить. Тогда мужчина подошел ближе и увидел, что удивительное в его внешности, вместо носа у животного был небольшой хобот, который носил черты хвоста, выросшего на морде. Андреа Рико, волонтер, которая ухаживала за щенком, несколько раз произнесла: «Мама не отказалась от своего малыша. Она приняла его и пыталась кормить, но сосать самостоятельно у него не получалось, поэтому нам приходилось постоянно помогать ему». На первых порах приходилось использовать специальную бутылочку для кормления, которая была сконструирована с учетом особенностей щенка. Однажды, наблюдая, как щенок с трудом пытается взять молоко, Андреа сказала Эдуардо: «Он может стать чем-то особенным». С этой минуты забота о щенке стала частью их повседневной жизни. Вскоре о Добби, как прозвали щенка, узнал весь город. Местные жители, узнав о неординарном питомце, начали собираться у дома Эдуардо, чтобы посмотреть на него. Не зря, так как щенок вызывал восхищение и жалость одновременно. Каждый день к Эдуардо и Андреа приходили любопытные соседи. Одни приносили еду, другие оставляли подарки и даже игрушки для маленького друга. Однако слава о щенке быстро распространилась, и вскоре к нему в дом начали наведывались журналисты и рэперы. Один из мальчиков произнес: «Он похож на Добби, персонажа из саги о Гарри Поттере». Это имя понравилось хозяевам, и так у увлекательного щенка появилось имя. Но не все было так просто. Пытаясь понять, как Добби получил свою уникальную особенность, Эдуардо принял решение отнести щенка к ветеринару. Когда они прибыли в клинику, врачи с удивлением смотрели на щенка. Один из них заявил: «Эта аномалия действительно уникальна. Мы никогда не видели ничего подобного раньше». Ветеринары сделали неутешительный прогноз. Из-за хвоста щенок не может нормально дышать и питаться. Он, скорее всего, не проживет больше нескольких недель. Эти слова разбили сердца Эдуардо и Андреа. Однако ветеринары добавили: «Но если ему повезет, и он выживет, пожалуйста, приходите и покажите его нам. Это шанс, который мы не можем упустить». Сквозь слезы и невзгоды Эдуардо и Андреа не стали сдаваться. Они решили, что сделают все возможное, чтобы спасти Добби. Они начали изучать литературу о породах и были вдохновлены рассказами о том, как некоторые животные с аномалиями смогли преодолеть все преграды. Они обратились к ветеринарам за советами по уходу за щенком и вскоре собрали небольшую группу волонтеров, готовых помочь. Часто проходя мимо дома Эдуардо, местные жители решали собраться и принести вещи: корма для животных, бутылки с сосками и даже старые одеяла. Эти пожертвования помогли создать уют для Добби и сделали щенка местной знаменитостью. И чем больше они были вовлечены в процесс, тем больше Лок начали поддерживать их. После нескольких недель сбора средств и помощи они организовали благотворительные мероприятия, в которых принимали участие местные музыканты и художники, чтобы помочь Гуду и привлечь внимание к теме заботы о животных. Как ни парадоксально, с каждым новым мероприятием интерес к Добби возрастал. Команда местных подростков запустила акцию в социальных сетях с хэштегами, такими как «Спасите Добби» и «Добби надеется». Это привлекло внимание городских СМИ, которые начали освещать их борьбу. Они сделали Добби символом надежды не только для них, но и для людей по всей Аргентине. Но в это время ставали очевидны и другие детали. Некоторые агрокомпании начали шуметь, когда узнали об этом тренде и о том, как планируется исследовать влияние пестицидов на окружающую среду и здоровье животных. В своих заявлениях
Они отрицают свою причастность к мутации Добби, утверждая, что это всего лишь случайность. В результате разгорелся спор между защитниками животных и агрокомпаниями. Однако для Эдуарда и Андреа интерес журналистов и общественное внимание стали не только обременительными, но и помогли с продвижением акции. На одном из мероприятий собралось столько людей, что совершенно неожиданно для семьи пришла команда национального канала «Необъяснимые феномены». Они предложили Эдуарда и Андреа сделать специальный репортаж о Добби и его уникальной истории. Это решение стало началом чего-то гораздо больше. Вне зависимости от того, справится ли Добби с своей аномалией или нет, продолжалась защита прав животных. Много неожиданностей привнесла та слава, что окружала щенка. Однажды Эдуардо заметил, что по ночам Добби стал активнее, как будто у него появились сверхъестественные способности. Он начал ощущать, что щенок тянет его в мир фантазий, где животные смогли бы говорить и выражать свои чувства. «Неужели это подпитывает его энергию?» – размышлял Эдуардо. Спустя время выяснили, что в Бандо начинает формироваться общественное движение, основанное на идее защиты прав животных, и именно Добби стал их символом. Даже несмотря на постоянные нападки со стороны агрокомпаний, это движение поддерживалось новыми участниками и активистами, которые искренне верили, что можно изменить ситуацию к лучшему. Все это время Андреа и Эдуардо не покидали своих планов и решили провести операцию по удалению хвоста у Добби. Специалисты уверяли их, что это единственная возможность дать щенку шанс на нормальную жизнь. В день операции Эдуардо пришел в клинику с Добби на руках. Эмоции переполняли его. Он прощался с щенком, словно с другом, которого отправляет в опасное путешествие. Операция прошла успешно, и после нескольких дней в клинике Добби вернулся домой. Довольные и полные надежд, Эдуардо и Андреа начали новый этап жизни с Добби. Щенок стал более спокойным и активным, и вскоре его забавные выходки начали привлекать еще больше зрителей, превращая его в настоящую интернет-знаменитость. Каждый день в социальных сетях загружались сотни фотографий и видеороликов с участием Добби и его друзей. Они получали море комментариев и реакций, завоевывая внимание поклонников изо всей страны. Тем временем агрокомпании, понимая, что споры становятся довольно бурными, начали терять свою власть. Благодаря постоянному давлению со стороны общественности и защитников животных, они, наконец, начали ощущать необходимость приостанавливать использование опасных химикатов. По мере роста движения добра, создатели начали выкладывать данные о том, как опасны их продукты, и многие из сторонников Добби активно обсуждали эту тему. Одного дня Эдуардо и Андреа получили неожиданное предложение. К ним обратились представители международной организации, которая хотела сотрудничать с ними и использовать Добби как уникальный символ защиты животных. Эта организация начала финансировать проведение семинаров, где обсуждались проблемы, связанные с пестицидами и бездомными животными. Это было новым и смелым шагом для местной инициативы. Идея о создании фонда по защите прав животных вызвала большой интерес не только среди местных жителей, но и за ее пределами. Добби стал не просто щенком с необычным иссечением. Он стал символом единства, борьбы и любви к животным. При поддержке этой инициативы многие другие щенки с проблемами начали находить свои дома и семьи, ведь такой позитивный мейнстрим привлек внимание меценатов, готовых помочь. Однако, несмотря на успехи, Эдуардо и Андреа понимали, что важно не останавливаться. Они продолжали работать, посвящая каждый миг жизни на благие дела. Учитывая их любовь к животным, они нашли вдохновение в том, чтобы запустить ежегодный фестиваль, который бы продолжил традицию старинных ярмарок. Фестиваль стал важным событием для всей области, впоследствии привлекая внимание десятков тысяч посетителей
на протяжении нескольких дней. На этих фестивалях добрые дела и поддержка прав животных становились главной темой. Эдуардо и Андреа создали детские площадки и зоны для различных активностей, мастер-классы по общению с животными, выставки, лекции о предусмотрительном уходе за питомцами. Уже после первого фестиваля они увидели, насколько важно совместить радость и знания. Добби, которому сейчас было несколько месяцев, стал центром притяжения. Многие желали снять с ним видео, и он с радостью становился участником веселых игр с детьми. Все это время он начинал активно взаимодействовать с другими животными из приюта и становился примером для многих. После фестиваля число желающих усыновить питомцев из приюта увеличилось в несколько раз. Добби обрел стойкий статус и симпатию местных жителей. Теперь он мог вдохновлять людей даже без лишних слов. Таким образом, история щенка с хоботом стала одним из символов того, как одна маленькая жизнь может оказать влияние на целое сообщество, открыв путь к любви, пониманию и дружбе между людьми и животными. Добби показал, что даже в самых сложных обстоятельствах есть место надежде и тому, чтобы мечты сбывались. Теперь щенок с уникальной аномалией стал символом надежды не только для Эдуарда и Андреа, но и для всей Аргентины. Благодаря его особому пути многие люди осознали важность защиты животных, и вокруг них сформировалось общество, готовое поддерживать друг друга и работать на общее благо. Добби стал не просто щенком, он стал иконой, меняющей не только свою жизнь, но и жизнь сотен других животных, нуждающихся в любви и заботе. Теперь на вечере избирательной кампании по выбору представителя города, когда выступает мэр, он при каждом слове вспоминает историю Добби. Эта трогательная и громкая история заставляет людей задуматься о своих стремлениях, о том, насколько важно проявлять поддержку и любовь не только к людям, но и к тем, кто нуждается в нашей помощи. Добби, щенок с хоботом, по-прежнему покоряет сердца и продолжает вносить свой вклад в изменения, пока маленькая Аргентина не станет более ярким и светлым местом для жизни для всех. Маленькая собачка открыла новую эру в жизни банды, и, возможно, этот щенок с трогательной историей навсегда оставил свой след в наследии борьбы за права животных и охрану окружающей среды. Здесь каждое дуновение счастья, каждая слезинка надежды создают уникальным образом историю о том, как лучшее внутри нас может восстать, когда требуется защита и помогать, даже в самые трудные времена.